Всем здравствуйте! Очень многим гродненцам нравится видео, где я знакомлю всех с историческими зданиями в нашем городе и рассказываю об их интересной истории. В этом видео я расскажу историю дома князей Масальских, расскажу, как можно увидеть Гродно с высоты и полюбоваться черепичными крышами старого центра. Покажу самый старый дом в городе Гродно. Интересно, знаете ли вы, где он находится? Сегодняшнее видео будет интересно не только гродненцам, но и туристам, а некоторым даже окажется весьма полезно. А почему? Смотрите видео. Пешеходная улица Советская – сердце нашего города. Брусчатка, архитектура старинных зданий с черепичными крышами, множество магазинчиков, кафе, уличные музыканты, торговцы сувенирами. Чего тут только нет. Плотная застройка исторического центра с уютными улочками и атмосферными двориками так и притягивает туристов со всех уголков мира. Вечером все это подсвечивается иллюзией звездного неба, и порой здесь яблоку негде упасть, как говорится. Столько людей здесь можно встретить. Улица Советская в районе дома номер 31 плавно перетекает в улицу, носящую имя Элизы Ожешко. Эта улица возникла во второй половине XVIII века и первоначально носила красивое название «Роскошь». Позже были и другие – Вертелишковская, Садовая, Муравьевская и даже Ленинская. Но к концу 1940-х годов стала, наконец, именоваться улицей Элизы Ожешко. Самый первый домовой номер на этой улице носит бывший дворец князей Масальских, возведенный еще в 1740-е годы. Скоро уже как 3 столетия стоит он здесь. Есть еще одно здание в городе Гродно, которое в Википедии именуют Дворцом Масальских. Но я как-то публиковала видео об этом доме, он стоит на улице Замковой. На самом деле дворец Масальских был вот здесь. Остались только остатки фундамента. И еще эту информацию можно услышать, например, на экскурсиях от Гродненского историко-археологического музея. Иногда они проводят даже бесплатные прогулки, и это всегда собирает очень много благодарных слушателей. Следите за анонсами таких мероприятий в Инстаграме, либо у меня в Телеграм-канале. Род князей Масальских очень древний, известный еще со второй половины 15 века. Им принадлежал Друйский замок на берегу Западной Двины. Но одним из основных мест проживания рода в Великом княжестве Литовском был город Гродно, где частично сохранился их дворец. Сам род князей внесен в так называемую «бархатную книгу». Это родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий. Она была издана еще в царской России. И, вероятнее всего, дворец князей Масальских был построен здесь около 1742 года. Он очень сильно пострадал, по сведениям историков, от пожара 1782 года. И до 1830-х годов на картах города он фигурировал как комплекс из нескольких зданий, частично, возможно, деревянных, которые находились несколько вглубь улицы в сравнении с современным размещением зданий. И сейчас, наблюдая со смотровой площадки Центрального универмага, можно увидеть, насколько плотная застройка здесь была, ведь все эти здания стоят в основной своей массе на фундаментах старых домов. Между 1831 и 1843 годами этот дом был выкуплен купцом Ильей Фрумкиным и после основательной перестройки приобрел уже современный вот этот вид. В конце XIX века здесь размещались разные государственные учреждения, бакалейный магазин, лавки, а в межвоенное время здания занимали отдел по делам ипотеки при окружном суде, нотариальные конторы и даже магазин алкоголя. Чего-то только не было за всю его историю. После Великой Отечественной войны здание перешло в ведение железнодорожников, и в нем разместилось управление Брест-Литовской железной дороги, а после даже железнодорожный техникум, который просуществовал здесь до 1958 года. Но современные реалии жизни диктуют свои правила. Сегодня этот отрезок пешеходной улицы очень популярен у гродненцев и туристов. И здесь разместились объекты, которые диктуют наше время. Кафе, магазины и, как ни удивительно, даже хостел. Мне эта деталь, кстати, показалась очень любопытной. Но еще бы, ведь можно попробовать снять здание изнутри, посмотреть, как оно выглядит. А возможно даже ощутить дух того времени, которое иногда можно почувствовать в старинных зданиях. И я зашла внутрь попросить разрешения поснимать.
Владельцы хостела и администраторы оказались отличные ребята. Очень коммуникабельные и легкие в общении, но еще бы, в этой отрасли по-другому нельзя, если нацелен на долгосрочный результат. И как же интересно было побывать внутри такого здания, доступ к которому долгое время был невозможен. Старые высокие потолки, внешние стены и балконы старинного здания. А посмотрите, какая толщина стен. Такие стены мало того, что простоят века, но и защищают в жару. Не чита современным квартирам. А знаете ли вы, например, почему раньше строили такие высокие потолки? Дело в том, что высокие потолки в старинных зданиях – это результат сочетания практических, санитарных, эстетических и социальных факторов. Высота потолков от 3 метров, а двери 2,5 метра бывают, широкие коридоры, огромные окна и толстые стены, и на самом деле за каждым параметром стоит продуманная логика, и многие из этих решений актуальны до сих пор. Главная причина высоких потолков – вентиляция. До массового внедрения принудительных вентиляционных систем высокие потолки были единственным надежным способом обеспечить нормальный воздухообмен в помещении. Или, например, зачем такие огромные окна были раньше? Причина в электрификации. Естественное освещение ценилось высоко, потому что позволяло полноценно работать и жить без искусственного света большую часть дня. Глубокие оконные откосы и широкие подоконники – следствие толстых стен, а не специальный дизайнерский прием, но они работают как светоотражатели, направляя солнечный свет вглубь комнаты. В результате даже в пасмурный день в таком помещении достаточно светло. Ребята, когда показывали хостел, рассказали, что работают с осени прошлого года и уже успели набрать базу постоянных посетителей. Кто, побывав здесь однажды, возвращается вновь. Сама я люблю хостелы. Правда, предпочитаю брать не общие номера, а приватные, но мне нравится движ, которого нет в отеле или в апартаментах, и возможность познакомиться с новыми интересными людьми, объединенными с тобой одним хобби, страстью к путешествиям. Кто у меня давно на канале, знает, что я люблю путешествовать не только по Беларуси, но и по замежью, так сказать, и все это вы видели у меня на канале. Когда я летаю через Польшу или Литву к дочери, почти всегда выбираю хостелы. У меня даже есть обзоры некоторых и есть даже любимые. И вот в начале, например, 2026 года я, правда, изменила себе, выбрала отель, так как путешествовала с дочкой. И что вы думаете? Я выбрала Ибис, это всемирная сеть отелей, и моему разочарованию просто не было предела. Начиная с того, что в номере была душевая кабина, представляете, естественно, вся влажность была рядом с кроватью. Поэтому я даже там не снимала, а меня хватило только на то, чтобы написать негативный отзыв на букинге. Поэтому вариант хостела либо небольшого отеля я, например, для себя считаю оптимальным по многим причинам, в том числе также из-за наличия круглосуточной стойки регистрации, ну и помощи 24/7, потому что живой человек стоит, как в фильме «Кинзадза», когда женщину брали, автомат поставили, это просто стало невыносимо. Так что именно вот такой помощи и общения иногда не хватает в апартаментах, допустим. К тому же, как рассказали мне ребята, у них есть система взаимной работы с близлежащими заведениями и туристическими фирмами. И проживающие в хостеле, у них есть возможность получить скидку в заведениях-партнерах. В общем, каждый решает, конечно, для себя, где ему остановиться, но мои впечатления мне понравилось. Тихо, уютно, чисто. Все рядом и атмосфера дружелюбная. Потому что кто смотрит мои видео давно, знает, что иногда я захожу в старинные здания центра города, когда снимаю видео, и далеко не каждый хостел, отель или кафе согласны показать, что у них находится внутри. Так что для меня, например, это тоже показатель. В описании к этому видео я оставлю ссылку на контакты ребят, на их сайт, на Инстаграм, в благодарность за то, что они мне так любезно все показали. Через внутренний дворик Советская 1 можно выйти как на улицу Ожешка, так и на улицу Урицкого, где уже будут все основные достопримечательности. Помните, в начале видео я рассказывала и анонсировала, что покажу, как посмотреть на город с высоты. Наконец-то летний период, и на крыше ЦУМа вновь возобновила работу смотровая площадка. Подняться на нее можно, войдя в центральный вход, и свернуть налево к лифту. Нажимаете 5-й этаж, и практически через минуту вы уже на месте. Оплата за нахождение на смотровой площадке чисто символическая – 2 рубля.
Но если вы, как посетитель кафе, которое находится на крыше, купите себе что-либо, то посещение для вас автоматически становится бесплатным. Я гляджу ва ўсе бакі, дзіўлюся, людзі вам сябры. Як жа можна не прыкмеціць, шчасце ёсць на белым свеце. Это неякі пусты знак, сонца свеціць вышынь так. І ў усмешках, і ў абдымках, і ў словах. Шмат, шмат, шмат жывога шчасця, не за грошы, просто так. Не сумуй дарэмна, не сумуй, паглядзі, якія фарбы кругом. Хто сказаў, што шчасця не знайдзі, ты яму пра ўсё скажы і зноў сабе ў усмешках, і ў абдымках, і ў словах. Шмат, шмат, шмат жывога шчасця, не за грошы, просто так. А знаете, где в городе Гродно находится самое старое здание? Исключая, конечно же, Калужскую церковь XII века. Так вот, это здание по адресу Советская, 14. Этот дом был построен на деньги королевы Боны Сфорца. Здесь были возведены в октябре 1551 года церковь и госпиталь Святого Духа. От того здания остались только толстые стены, иногда более 1,5 метров, и подвалы. Но, тем не менее, это здание считается самым старым в городе. Так что, как будете проходить по улице Советской, загляните в окно. Толщина стены вас точно впечатлит. С 17 века здание служило приютом для бедных и нищих, а церковь просуществовала до начала 19 века, после чего была перестроена в Дом Милосердия. А самый старый жилой дом находится на улице Замковой и имеет адрес Замковая, 12. Все эти факты можно узнать на экскурсиях от гродненских музеев и от экскурсоводов. Поверьте, там рассказывают столько интересных фактов, что город еще не раз сможет вас удивить. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно, а кому-то даже и полезно. Если так, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!